2016 год. От Антарктиды откалывается гигантский айсберг. Он уходит в дрейф. Материк теряет массу. Официально естественный процесс. Очередной этап таяния. Но что происходит, когда исчезают миллиарды тонн давления на земную кору? Под толщей льда, разломы и древние структуры. Способно ли смещение запустить цепную реакцию, усилить скрытое напряжение? На побережье находят массовые останки динозавров возрастом более 70 миллионов лет. Фиксируется повышенный радиационный фон пород. Скелеты морских и сухопутных ящеров лежат рядом, словно гибель была внезапной, что могло уничтожить целые популяции. И почему сегодня фиксируются случаи тревожного поведения у антарктических видов? Почему эти следы прошлого проявляются именно сейчас? И какой сигнал на самом деле идет с Южного полюса? Официально материк был открыт в 1820-м экспедицией Беллинсгаузена и Лазарева. Но упоминания о Южной Земле существовали раньше. Почему же столетиями к этим широтам не спешили? В 1929-м при реконструкции дворца Топкапы в Стамбуле были найдены старинные карты начала XVI века, выполненные на выделанной коже. На них очертания южных земель, напоминающие береговую линию Антарктиды, причем без ледяного покрова. Если датировка верна, возникает главный вопрос: каким образом картографы того времени могли настолько точно передать контуры континента? Для подобной детализации потребовались бы методы аэрофотосъемки, которых в XVI веке просто не существовало. Проверить совпадение удалось лишь в середине XX века. В июле 1960 года американские военные провели воздушную съемку и сейсмическое сканирование материка. Полученные данные показали: подледный рельеф действительно близок к тому, что изображено на средневековой карте. Отсюда рождается версия. Возможно, карта опиралась на еще более древние материалы, созданные задолго до официальной истории географических открытий. Но если такие знания существовали, почему ими не воспользовались? Почему к южным широтам не отправились экспедиции еще в XVI или XVII веке? Антарктида долгое время не становилась объектом активного освоения. Масштабные исследования начались лишь после Второй мировой. Согласно конспирологическим версиям, после падения Третьего рейха Адольф Гитлер не погиб в Берлине, а мог скрыться в Антарктиде, на секретной базе, подготовленной заранее. Прямых доказательств нет, но сама теория до сих пор вызывает споры. В этом контексте особенно резонансно звучат свидетельства очевидцев. Бывший военный Евгений Гавриков, работавший на станции Новолазаревская, утверждает, что в районе Патриот-Хиллз наблюдал структуру правильной геометрической формы. По его словам, это четырехгранное образование с основанием около 300 метров, расположенное неподалеку от станции. К этим рассказам добавляются и другие странности. Необычные рельефные формы, зафиксированные аномалии. Все это создает тревожное ощущение. Материк может хранить следы иной эпохи, о которой мы почти ничего не знаем. В районе полюсов формируется мощная геомагнитная зона. Некоторые исследователи допускают, что здесь возможны нестандартные физические эффекты, способные влиять на работу приборов и даже на параметры среды. Каждая новая находка на южном материке мгновенно превращается в мировую сенсацию. Антарктида по-прежнему остается территорией, где факты соседствуют с версиями. И с каждым годом вопросов становится все больше. В 60-е годы прошлого века появилась гипотеза: под толщей льда в районе советской станции «Восток» может скрываться огромное пресное озеро. Если вода не замерзла под 4-километровым панцирем, значит, там возможна жизнь. После десятилетий бурения ученым удалось достичь водной поверхности. Анализы показали, в пробах присутствуют неизвестные ранее холодоустойчивые бактерии. Подобных микроорганизмов больше нигде на планете не обнаружено. Это открытие изменило представление о материке. Антарктида оказалась не мертвой пустыней, а изолированной экосистемой со своей историей. Некоторые исследователи допускают, изучение этих форм жизни может приблизить к пониманию того, как вообще зародилась жизнь на Земле. Озеро Восток сравнивают с подледными океанами спутников Юпитера и Сатурна. Если жизнь возможна здесь, подо льдом и давлением, то почему не там? На фоне этих открытий все чаще вспоминают древние мифы о вмешательстве внешнего разума в историю человечества. Развитие цивилизации может находиться под наблюдением, а при отклонении от некого сценария запускаются катастрофические процессы. Антарктида
континент предельных условий. Рекордные морозы, ураганные ветры, экстремально низкая влажность, мощная радиация. Тысячелетиями он оставался недоступным и до сих пор отличается от остальной планеты. Но загадки материка связаны не только с наукой. В июне 1945 года сотрудники советской контрразведки в Берлине обнаружили секретные немецкие карты. На них были отмечены морские маршруты в районе Антарктиды и глубинные проходы подо льдами. Документы свидетельствовали, к континенту направлялись эскадры подводных лодок. Еще в 1939-м немецкая экспедиция под руководством Альфреда Ричера исследовала район оазиса Ширмахера. Формально – научная миссия. Но мир уже стоял на пороге войны, и подобные проекты требовали огромных ресурсов. Возникает вопрос, что именно они искали? Позднее адмирал Карл Дёниц писал о неприступной крепости и земном рае на другом конце света. Появились версии о системе пещер с теплым воздухом и незамерзающей водой, куда могли заходить субмарины. В районе оазиса Ширмахера, где сегодня работает российская станция Новолазаревская, были обнаружены предметы с немецкими клеймами начала 20 века. Там же зафиксированы следы буровых работ. И это при том, что официально активное освоение материка началось значительно позже. Возникает вопрос, кто проводил работы в этих условиях и с какой целью? Особое напряжение добавляет возможная связь с обществом Анненербе, закрытой структурой СС, занимавшейся поиском древних знаний. Среди их разработок упоминалась теория полой Земли и концепция скрытых подземных цивилизаций. Речь шла не о фантастике, а о гипотезе, согласно которой после глобального катаклизма часть жизни могла укрыться под поверхностью планеты и продолжить существование вне нашего поля зрения. Если подобный сценарий хотя бы частично реален, то под ледяным щитом Антарктиды могут находиться структуры и формы жизни, о которых официальная наука предпочитает не говорить. В июне 1945 года в докладе советских спецслужб упоминались карты с обозначениями подледных коридоров. Формулировки были конкретными. В сопроводительных записях встречалось слово «Асгард». В мифологии это страна богов. Почему подобный термин оказался в документах военного времени? Глициологи считают, что мощное оледенение Антарктиды сформировалось десятки тысяч лет назад. Толщина льда в отдельных районах превышает несколько километров. Под этим слоем могут скрываться огромные пространства, которые мы до сих пор не видим. Полярники сообщали о геометрически четких структурах в скальном массиве, включая стрелоподобную выемку длиной около 1,5 километров. Если продлить ее направление, линия указывает в сторону Южного полюса. Совпадение выглядит слишком точным. Сторонники альтернативных версий считают это возможным ориентиром. Они говорят о входах в глубины Земли, расположенных в полярных районах. В архивах нацистских спецслужб упоминался схематический чертеж полой Земли. Внутри ромба обозначен круг, напоминающий метку портала. Слишком много деталей, которые перекликаются между собой. И все чаще звучит вопрос, если это лишь мифы, почему тема Антарктиды до сих пор окружена такой плотной завесой секретности? В 1968-м спутник ESSA-7 сделал снимок над Северным полюсом. На кадре темное пятно в зоне полюса. Объект выглядел аномально. Проходит больше 10 лет. В 80-е годы аналогичную аномалию фиксирует аппарат Европейского космического сообщества. И снова темная область. Списать это на брак пленки нельзя. Съемка уже велась в цифровом формате. Назвать случайной помехой слишком удобно. Две эпохи, разные технологии, разные специалисты и один и тот же эффект. Совпадение или повторяющийся сигнал. Интерес к полярным широтам возник задолго до спутниковой эры. В годы Второй мировой войны организация Анненербе отправляла экспедиции в Арктику. Их соперниками становились структуры советского государства. Обе стороны изучали обряды северных народов Кольского полуострова, феномен коллективного транса, когда десятки людей синхронно подчиняются приказам и временно теряют чувствительность к боли. Ученые середины 20 века выдвигали гипотезу: человеческий мозг способен входить в резонансное состояние и взаимодействовать с внешними полями. Но наблюдалась странность. За пределами приполярных зон эффект либо ослабевал, либо исчезал полностью. Почему? Одна из версий связывает это с северным сиянием.
Потоки заряженных частиц создают геомагнитные возмущения. Известно, что сильные магнитные бури влияют на нервную систему. Нарушается ориентация, растет тревожность, меняется поведение. В древности подобные состояния называли зовом предков. Есть гипотеза еще тревожнее. Инфразвук – низкочастотные колебания ниже порога слуха. Они способны вызывать панику, дезориентацию, чувство присутствия. Такие волны проходят сквозь лед и воду на огромные расстояния. Если в полярных областях существует устойчивый источник инфразвука, его воздействие может быть масштабным. Исследователь Евгений Гавриков спустя годы после антарктической экспедиции пересматривал материалы и говорил о странном ощущении, будто кто-то направлял его шаги. Он спас раненого пингвина и носил на руках по леднику. Маршрут казался хаотичным, но в какой-то момент они вышли к цилиндрической каменной структуре, напоминающей древнюю башню. Тогда это показалось случайностью, теперь нет. Вернувшись, Гавриков открыл спутниковые карты и внимательно изучил район находки. На снимке отчетливо проступали контуры, словно под толщей льда когда-то возвышалась вертикальная конструкция. Не фантазия, не игра теней, а след конструкции, которую словно стерли с лица льда. И здесь возникает ощущение, от которого становится не по себе, будто сам материк направлял его шаги. Пингвин — символ и хозяин Белого континента, словно вел человека по заранее заданной траектории. Между ними возникла связь, которую трудно объяснить логикой, почти телепатия. Некоторые исследователи допускают, в моменты угрозы животные используют низкочастотные колебания, близкие к инфразвуку. Эти сигналы не слышны ухом, но способны воздействовать на нервную систему. Это не крик, это запуск тревожной реакции. Тогда что пытался передать пингвин? Почему эти морские птицы обитают исключительно в южном полушарии, а попытки переселения в сходные по климату районы Арктики терпят неудачу? Какая сила удерживает их у Южного полюса? Дальше – больше. Есть гипотеза о ядерной зиме, изменившей лицо континента. Скалы местами выглядят оплавленными, будто их коснулся колоссальный жар. Сторонники альтернативной истории задаются вопросом, не стало ли объединение ледяного щита следствием древнего катаклизма? Появляется и другая версия – инволюция. Не восхождение к вершине, а падение. Если цивилизация не выходит на новый уровень, она деградирует. И может ли быть так, что некогда разумные существа утратили себя, превратившись в животных? Сам исследователь говорил, у его пингвина был интеллект. Животное замирало по команде, реагировало осмысленно. На одном из скальных массивов был обнаружен рисунок – пирамида. Из ее вершины вырывается пламя, обведенное эллипсом, акцент на источнике разрушения. Если это послание, то о чем оно говорит? О катастрофе, вызванной оружием, или о силе, вышедшей из-под контроля? Есть теория, что Земля – единая система, нечто вроде гигантского мозга. Полюса, как два полушария. При гармонии между ними биосфера стабильна. Но если возникает всплеск энергии, вызванный космическими процессами, начинается хаос. Эмоциональное напряжение человечества растет. Вспыхивают войны. В 1820-м экспедиция Беллинсгаузена и Лазарева открыла Антарктиду. Население планеты вскоре превысило 1 миллиард. И именно с XIX века войны стали тотальными, оружие все более разрушительным. Вторая мировая показала предел ожесточения. Поэтому интерес нацистской Германии к Южному континенту мог быть не мистическим, а прагматичным. Редкие минералы, урановые руды, стратегические ресурсы. Насколько глубоко велись исследования в ледяной тишине, известно лишь узкому кругу лиц. Сегодня добыча полезных ископаемых на материке официально под запретом. Международный договор закрепил: Антарктида – территория науки. Любая попытка начать разработку месторождений мгновенно превратит ее в очаг глобального конфликта. Кому принадлежит лед? Ответа нет, поэтому запрет. Материк объявлен общим достоянием и зоной, свободной от ядерного оружия. Но этому решению предшествовали странные события. Слишком странные, чтобы считать их совпадением. После Второй мировой войны появились сведения о рейховских подлодках у берегов Антарктиды. Вскоре к южным широтам отправилась американская эскадра под командованием адмирала Ричарда Бёрда. По одной из версий, у кромки льдов корабли столкнулись с необъяснимым сопротивлением. Из воды якобы поднимались объекты, напоминавшие диски. Они пролетали над судами на предельно малой высоте, выводили из строя приборы, глушили связь.
Экспедиция была свернута раньше срока. Доклад засекретили, самого Бёрда объявили человеком с чрезмерно богатым воображением. В 1958-м Соединенные Штаты провели серию высотных ядерных испытаний в южных широтах. Официальная цель звучала строго научно – изучение ионосферы, проверка влияния взрывов на радиосвязь и работу навигационных систем. Речь шла о подрывах в верхних слоях атмосферы, где ударная волна взаимодействует не с почвой, а с магнитным полем планеты. Мощность зарядов измерялась килотоннами. Электромагнитные импульсы регистрировались далеко за пределами района испытаний. Это были не локальные события, это были сигналы, проходящие через глобальную систему. И вот что выглядит странно. Уже через год, в 1959-м, 12 государств подписывают Антарктический договор, закрепивший особый статус материка, запрет на военную деятельность, ядерные испытания и размещение оружия массового поражения. Документ вступает в силу в 1961-м. Решение принимается быстро. По меркам холодной войны почти стремительно. Конечно, официальная версия логична. Необходимость предотвратить милитаризацию континента и сохранить его для науки. Но совпадение по времени заставляет задуматься. Высотные взрывы и почти немедленно международные ограничения любой военной активности. Отсюда и рождается тревожная версия. А если договор стал реакцией не только на политическое напряжение? Если в ходе испытаний был получен результат, о котором не сообщили публично? В древних текстах разных народов снова и снова описывается одно и то же. Вода, накрывающая землю, огонь, падающий с неба, исчезновение целых городов. Эти истории разделяют тысячи километров и столетия. Но мотив повторяется. Человечество как будто уже подходило к краю, и каждый раз что-то останавливало окончательный обрыв. Почему? Есть гипотеза. Земля – это система, которая умеет восстанавливать равновесие. Когда напряжение нарастает слишком сильно, запускается механизм сброса. Если представить планету как единый организм, то у него должны быть зоны, где сосредоточено управление, полюса – области, где сходятся магнитные линии, где формируется северное и южное сияние, где фиксируются самые мощные геофизические процессы. И если в этих точках возникает дисбаланс, последствия могут распространяться далеко за пределы Арктики и Антарктиды. Не мгновенно, постепенно, через цепочку событий, социальные всплески, массовая тревожность, рост агрессии. С XIX века войны становятся тотальными, появляется промышленное оружие, затем химическое, ядерное. Масштаб разрушений растет. И именно в этот период начинается активное освоение полярных зон, экспедиции, базы, испытания, военные интересы. Совпадение ли, что вмешательство в краевые области планеты совпадает с эскалацией конфликтов? Когда Евгений Гавриков покидал Антарктиду, он увидел на льдине одинокого пингвина. Того самого. Птица откликнулась на имя, подбежала к борту и издала протяжный надрывный крик, совсем не похожий на обычные звуки колонии. Через несколько минут льдину унесло течением в открытое море. Тогда это выглядело как прощание. Но если смотреть на все в совокупности, странные находки, аномальные сигналы, спешно принятые договоры, картина меняется. Прощание превращается в предупреждение. Есть концепция временных развилок. В определенных точках история не движется по прямой, а разделяется. Один путь ведет к продолжению, другой – к обрыву. Возможно, такие точки связаны не только с решениями людей, но и с состоянием самой планеты. И если это так, то вопрос уже не в том, существуют ли сигналы. Вопрос в том, слышим ли мы их. В августе 2016 года мир получил тревожный сигнал. Начал стремительно разрушаться ледник Ларсенсе. Трещина длиной в сотни километров росла месяцами, пока от шельфа не отделился гигантский айсберг площадью более 5000 квадратных километров, почти как небольшое государство. Спутники фиксировали разлом, а биологи отмечали беспокойство колоний пингвинов. Часть птиц покинула привычные места. Это был не первый тревожный эпизод. Еще в 90-е годы обрушился ледник Ларсен-А. Затем в начале 2000-х практически исчез Ларсен-Б. Тогда массив льда площадью свыше 3000 квадратных километров распался всего за несколько недель. Процесс, который, по прежним оценкам, должен был занимать столетия. Лед, державшийся тысячи лет, буквально рассыпался на глазах. Факты становятся жестче. Под антарктическим щитом обнаружены десятки потенциально активных вулканов. Некоторые скрыты под километровой толщей льда.
Геофизики фиксируют ускорение ледяных потоков. Гигантские массы начинают двигаться быстрее, чем прогнозировалось. Ежегодная потеря льда измеряется сотнями миллиардов тонн. Процессы, которые раньше растягивались на тысячелетия, теперь укладываются в десятилетия. Ледяной покров теряет устойчивость быстрее, чем корректируются климатические модели. История уже знала резкие переломы. Около 12 тысяч лет назад завершился последний ледниковый период. Льды отступили, уровень океана поднялся на десятки метров, изменились очертания континентов. Но тогда процессы шли столетиями, у природы было время адаптироваться. Сегодня темп иной. Если планета – сложная саморегулирующаяся система, то сейчас она испытывает перегрузку. А когда напряжение достигает предела, начинается сброс. И он редко бывает мягким. История движется циклами – накопление, пик, разрядка. Возможно, мы подходим к очередной границе. Системы, тысячелетиями остававшиеся стабильными, начинают колебаться. И главный вопрос теперь простой – сумеем ли мы остановиться и изменить курс, прежде чем все исчезнет? А вы что думаете? Пишите в комментариях и подписывайтесь на канал. У меня много расследований про Антарктиду.